Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и сегодня мы с тобой поиграем в игрушку под названием Charlie the Steak. Это, если что, удаленная игра, сейчас очень сильно хайпует. Я так понимаю, это все-таки не оригинал, потому что качество здесь как-то немножко страдает. Мы даже ролик один посмотрим. В общем, ребятки, давайте смотреть. Я уже понажимал, то есть, видишь, ну, качество, да, на высоте. Это очень старая игрушка. Еще 10 лет назад она вышла. Сейчас почему-то удалена, но мы узнаем, мы разузнаем, почему, что да как. И, в общем... Господи, Чарли, бедный! Ну он же стейк, да, немножко порезали, как бы, и он, видишь, нормальный. Хорошо, нового Чарли завезли нам. А что у нас вообще еще имеется? Ну, можно вот так вот понажимать. Так, молоточек. Ну, отбивная, нормально. Господи, бедный Чарли. Боже ты мой, ты посмотри, что с ним творится. Так, кисточка. Это кисточка, погоди! Я что-то не понял, там же была... вроде как нарисована кисточка, а тут у нас газовая какая-то горелка получается. И кетчуп. Ох, бедный Чарли, боже ты мой. Это просто... еще вот так вот, оказывается, можно нажимать. И за это, ребятки, мы зарабатываем какие-то говешки. Не, погоди, почему ты нажал на кетчуп-то? Я на говешки эти хотел нажать. Ладно, 645. У нас также есть лотерея, которая не нажимается, и мини-игра. Ловля стейков? Серьезно? Погоди. То есть мне надо... вот мы с тобой нажали. Главное просто успевать и нажимать. То есть вот так вот все это делается. Так, ловим уже 14. Я так понимаю, вот эти вот маленькие говешки мы с тобой открываем. А для чего, погоди, они нужны-то? Секундочку. Так, ладно, допустим, мы с тобой пропустили. Так. Level switcher. Господи, родной, ну что ж такое-то? Двоечка. Ну, почему он не нажимает? Я ничего не понимаю. Какой он злой, а? Видео. Charlie the Steak апдейт. Какая замечательная мелодия, друзья. Это столько всяких степень еще прожарки, друзья, есть. Боже ты мой. 5000 я накопил, и теперь... Действительно поменялся, смотри. Такой более свеженький, потом... Опа. Офигеть, этот прям вообще какой-то, я не знаю, что с ним. Нет, другие переключить нельзя. Так, и что у нас по анимациям? Такс. Тут просто один раз, опс, трямс и все. Здорово. Так, молоточек. Ну, за другие анимации действительно стали. Так, и что у нас еще? Пассатижи. Ёкарный бабай. Язык, что-то ему там трямс-бамс. Опять же... Уже 2? Фига мы его прожариваем. Бедный стейк. Так, и... Поперчили немножечко. Будь здоров. Будь здоров, естественно. Так, ну погнали посмотрим ролик. Ссылочка на автора будет в описании. В общем, погнали смотреть. В 2013 году выходит игра под названием Charlie the Steak. По сути своей, копия говорящего Тома. Правда, забегая наперед, главный персонаж этой игры, Чарли Стейк, не может говорить или повторять за вами фразы. Зато с ним, как и в игре с Томом, можно всячески взаимодействовать. Но об этом позже. Так вот. Игра выходит и не собирает много скачиваний. Скорее всего, там было не больше 10 тысяч скачиваний, а возможно даже и меньше. В общем-то, игру мало кто замечает. И через некоторое время игру по неизвестной причине удаляют из всех игровых площадок. Об игре на очень долгое время забывают. Пока несколько лет назад некоторые пользователи не начали вспоминать о том, как их в детстве напугала какая-то странная игра. Я думал, чисто это захайпилось, завирусилось прямо сейчас.
Из-за мема. Разве нет? В ней было то, что она была очень жестокой, прям крайне жестокой. Что даже было странно, что такую игру вообще допустили до каких-либо игровых площадок. Вспоминая эту игру, они поняли, что это была игра Charlie the Steak, которая была давным-давно уже везде стерта. Можно сказать, игру полностью стерли из интернета. Остались только некоторые скриншоты, а также небольшие видеоотрывки. Потихонечку, помаленечку интернет начал изучать данную игру. По всем оставшимся видеоматериалам, а также скриншотам, можно сказать, игру кое-как восстановили. Но перед тем, как мы посмотрим, что находится в самой игре, давайте же обсудим, почему многие люди вспомнили об этой игре. Большинство скачавших эту игру в 2014 году, конечно же, были дети. И когда они зашли в игру и увидели, что там происходит, они получили, ну, можно сказать, детскую травму, которая на много лет отложилась у них в голове. И тут встает резкий вопрос. Что же в этой игре такого, что многие, кто поиграли в нее, как минимум испугались, а как максимум получили очень неприятные воспоминания из детства? Ну что же, давайте посмотрим, что там такого в этой игре. Персонаж этой игры — это Чарли Стейк. Он нас и встречает. Он лежит на досочке, как бы подразумевая то, что мы должны его, например, нарезать и приготовить. Бедный Чарли. Этому стейку явно не поздоровится. Но это только начало. Да, это только начало. В принципе, первый... Стейк повторять за нами не может. Он просто лежит и смотрит на нас. Для некоторых людей смешным взглядом, а для других пустым, безжизненным и даже немножечко страшным взглядом. Кому как. Ну, правда, стейк с зубами, это тоже... валюта. Ее мы можем потратить на, ну, как вам помягче сказать, на пытки для этого бедного стейка. Да, в прямом смысле. То есть бедный стейк. В том, что нам нужно в прямом смысле пытать и в конце приготовить этот стейк. Ну, сам процесс приготовки, конечно же, нам показан не будет, зато во всей красе будет показан процесс. То есть разработчик прям продумал, прям постарался и прям проделал серьезную работу, чтобы это выглядело реалистично. И именно это и напугало многих пользователей, ибо эта игра, ну, очень жестокая, а жестокость показана в этой игре невероятно реалистично. Причем можно было бы обойтись и без жестокости. Да, в говорящем томе тоже было все как-то немножечко странновато, там можно было его бить, например, но не как тут. А список действий, которые мы можем сделать с этим бедным стейком, очень большой. И к каждому действию есть жестокая и страшная и очень натуралистичная анимация. Что же мы можем с ним сделать? Мы можем его разрезать на части, ударить молотком, его раскатать. Это просто капец на самом деле. Просмотреть ему зубы. Ну все, братан. И я напоминаю, что абсолютно все анимации выполнены очень натуралистично и реалистично, с элементами крови, а также с очень жуткими звуками. Например, как стейк кричит от боли, и это все очень жутко. Я думаю, там интересно, какой рейтинг у игры был. Почему эту игру удалили из Play Market и у других плейсов с играми. Да просто потому, что игра слишком жестокая. Ну как вообще такое можно было на полном серьезе пропустить в Play Market или куда-нибудь еще? Это же выглядит, ну, ужасно и страшно. Типа даже мне было бы страшно в это играть. А тем более... Ну первый уровень еще ладно. Но потом реально... по сей день неизвестен. Да и, наверное, слава богу, ибо не очень бы хотелось бы знать, кто создатель данного шедевра. После массового удаления этой игры отовсюду, игра, можно сказать, потеряна навсегда, ну именно оригинальная версия. Те версии, которые зачастую предлагают вам скачать в интернете, типа вот, смотрите, это та самая игра Charlie the Steak. Скорее всего, это будет обычный какой-нибудь вирус, который мы еще обсуждали в предыдущем видео. Однако, игру все-таки все равно смогли восстановить, ну хотя бы частично. В общем-то, жуткая история. Но, как обычно, даже из самой жуткой игры интернет превратил это все в мем. Ну, кстати, мем неплохой. Правда, история, конечно, страшноватая, я бы даже сказал, ужасная. А какие выводы мы можем сделать? Да, особо никаких. Просто будьте бдительны и внимательные, когда скачиваете какую-нибудь игру к себе на телефон, ибо это может оказаться либо какой-нибудь вирус, или то, что травмирует вашу психику. В общем-то...
Будьте осторожны. Ну, в общем, вы поняли, друзья. Ну, слушай, это жесть, а не игра, реально. А на этом все. Ребят, ссылочка на автора будет в описании. Обязательно поставьте лайкосик, залетайте также в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.